Деформеры – это инструменты, предназначенные для управления большими массивами компонентов, вершин, ребер поверхности объектов с минимальными усилиями. Использование деформеров в нужное время в процессе моделирования может сделать вашу жизнь намного проще. Предположим, вы захотели смоделировать эту шину. Форма ее довольно проста. Это может быть просто полигональная труба, и можете видеть, что действительно легко получаем боковые стенки, но такой рисунок протектора будет очень и очень сложным для размещения по всей этой цилиндрической форме. Но что если мы смогли бы моделировать шину в горизонтальной и вертикальной проекции, следуя, скажем, рисунку, а затем иметь возможность изогнуть эту форму для завершения построения шины? И это можно сделать. Здесь, в этом примере, я начал с небольшого сегмента шины и создал на нем протектор этой конкретной модели. Это была просто плоскость, подразделенная много раз, а затем экструдированная так, чтобы придать нужную форму сечению шины. Подготовлено клубом «Перевод всем». Затем я взял эту плоскость, многократно ее дублировал и объединил все вместе, и получил довольно сложную большую форму. А теперь, используя деформер, можно фактически легко свернуть эту очень сложную форму в форме шины. Таким образом, использование деформеров для создания таких сложных форм сделает вашу жизнь намного проще. Давайте взглянем на некоторые из них. Начнем с того, что называется летис – решеткой. Летис представляет собой клетку с низким разрешением, которая позволяет деформировать по ней геометрию высокого разрешения, такую, например, как эта ваза. Предположим, я захотел бы на самом деле изогнуть вазу. Сделать это по отдельности на уровне компонентов с поверхностями или вершинами было бы почти невозможно. Давайте выберем всю эту геометрию, перейдем в Deform и далее выберем Lattice. Вот что это будет делать. Это дает нам простую клетку с низким разрешением вокруг геометрической формы высокого разрешения. Затем могу кликнуть правой кнопкой по клетке, выбрать ее нужные точки и деформировать общую форму геометрии. Давайте перейдем на вид спереди, захватим эти точки решетки здесь и можем начать манипулировать ими любым нужным образом так, чтобы эта форма менялась. Таков самый быстрый способ деформировать плотную геометрию с высоким разрешением. Другим деформером, который можем использовать, является деформер текстуры. Скрою решетку и вернемся к перспективному виду. Здесь у меня есть плоскость с большой плотностью геометрии. Выбираю плоскость и затем деформер Texture. Сначала ничего явного не происходит, потому что текстура еще не применена. Выберу манипулятор деформирования, который находится посередине, и перейду к редактору атрибутов. Здесь могу назначить текстуру или шейдер. Выберу Bulge – выпуклость. Выпуклость фактически берет черно-белую текстуру и деформирует геометрию в такую форму. Все, что делаем с конкретной текстурой выпуклости, будет происходить в реальном времени на нашей геометрии. Это очень хороший способ фактически разбить гладкую геометрию поверхности объекта. Давайте рассмотрим еще несколько вариантов. Выключим этот и перейдем к подъему цилиндра. Существует группа деформеров, называемых нелинейными, которые могут реально помочь в моделировании сложных форм. Перейдем к Deform Non-Linear, и я собираюсь отделить это меню, потому что буду и дальше показывать некоторые из них, выбирая свою геометрию, и начну с Bend, изгиба. Вот то, что это будет делать. Дает нам манипулятор управления изгибом внутри геометрии, и если перейдем к вкладкам и параметрам изгиба, например, к этой кривизне, то сможем сначала сгибать геометрию, и она превратится в S-образную форму. Можем поиграть с этими параметрами границ низа и верха, либо с верхней частью, либо с нижней, в зависимости от формы, которую хотим создать. Давайте уберем изгиб, выбрав этот манипулятор и удалив его, и попробуем другой нелинейный деформер Flare – вспышка. Опять же, перейдем к Channel Box, и здесь имеем Start Flare X и Z, End Flare X и Z и кривую. Давайте выберем Start Flare X и Z и будем использовать среднюю кнопку мышки. И вы увидите, что можем развернуть эту фигуру по верхней или нижней части.
Есть функция Curve кривых, если хотим добавить немного сложности, а не простую линейную деформацию вниз по стенкам этой конкретной формы. Удалим этот FEA. Вы замечаете, что когда я удаляю деформер, происходит возвращение к первоначальной форме цилиндра. Если хотите сохранить форму, которую создали с помощью деформера, нужно будет выбрать эту геометрию, перейти в Edit Delete by History, редактировать, удалить историю. Это приведет к удалению деформера и сохранению формы, созданной им на вашем объекте. Отменю это и давайте посмотрим на другой тип – Pipe. Он будет делать нечто похожее на FEA, но будет сжиматься и растягиваться, используя параметр Factor здесь, который пытается сохранить объем деформируемого объекта. Здесь есть опция изменения того, где происходит фактический эффект сжатия. При этом Max Expand Position направляет его вверх или снизу. Можно изменить параметр сглаживания этого деформера и таким образом создать несколько довольно сложных форм. Еще один из этих нелинейных деформеров, который хочу вам показать, это твист. Это был просто цилиндр, из которого я выдавил поверхности. Выберу его и выберу Twist Deformer. Перейдем к его параметрам и далее к Start Angle и Start Twisting. От начального угла начнется скручивание в эту конкретную форму. Твист – отличный способ эффективно создавать такие типы скрученной геометрии, используя вначале горизонтальные и вертикальные петли ребер, а затем возможность их крутить. Еще можно добавить по деформерам, что есть возможность накладывать деформеры друг на друга. Так мы могли бы начать со скручивания этой конкретной формы, затем снова выбрать геометрию и применить, скажем, FEA. Перейдем к ее опциям и теперь можем расширить либо сжать верхнюю часть этой конкретной геометрии, сохранив уже имеющуюся скрученную геометрию. Также можем добавить эту кривую, если хотим. Таким образом, с деформерами вы можете теперь с уверенностью работать с самыми сложными формами, зная, что есть способ не только создавать их точно, но и очень эффективно.